1906 году в деревне Лаваль, расположенной на юго-востоке Франции, произошел инцидент, который привлек внимание исследователей массовых психозов. Жители деревни начали сообщать о странных существах, выходящих из леса. По их словам, эти создания имели человеческий облик, но с деформированными лицами и горящими глазами. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, местные власти немедленно начали расследование. Психиатр, прибывший в деревню для оценки ситуации, обнаружил, что большинство жителей были уверены в реальности угрозы. Множество людей начали обращаться к врачам с симптомами тревожности, паники и даже галлюцинациями. В течение нескольких дней количество обращений к медицинским учреждениям возросло в 4 раза. Жители запирались в домах, устанавливали баррикады и даже формировали группы самообороны. Параллельно с этим местные журналисты активно освещали происходящее. Доклад об инциденте стал основным событием в новостях, подогревая страх и интерес. Истории о похищенных соседях распространились по окрестным деревням, вызывая аналогичные реакции у жителей. Слухи, подкрепленные тревожными рассказами, оказались основным двигателем массовой паники. За короткий период психоз охватил несколько деревень, а не только Лаваль. Исследования показали, что подобные явления могут возникать в условиях стресса. Психологи начали изучать, как именно коллективный страх может вызывать иррациональные действия в группе людей. Сбор данных о массовых психозах стал приоритетной задачей для ученых. Выявление закономерностей массового поведения стало важным направлением исследований. Случай в Лавале стал одним из первых задокументированных примеров массового психоза, привлекая внимание как ученых, так и правозащитников. Анализируя данные, исследователи отметили, что страх и неуверенность способны подавлять рациональное мышление. Это явление касается не только отдельных людей, но и больших сообществ, где паника может быстро распространяться. В результате инцидента власти разработали программы по повышению осведомленности среди населения о стандартных процедурах в случае возникновения кризисных ситуаций. Тем не менее, случаи массового психоза продолжали регистрироваться в будущем. Исследования показали, что даже малейшие провокации могут вызвать цепную реакцию страха, затрагивающую целые регионы. Айсберг массовых психозов включает в себя сложные механизмы, требующие глубокого анализа, чтобы понять, как общество реагирует на кризисы. Каждый случай представляет собой уникальную историю, открывающую завесу над психологией человеческого поведения в условиях стресса. Паника в Лавале продолжала нарастать. Врачи фиксировали резкий рост случаев паранойи и бессонницы. Некоторые жители отказывались выходить из своих домов, утверждая, что их преследуют существа. Местные власти решили организовать экстренное собрание в мэрии, чтобы успокоить общественность и развеять слухи. На встрече мэр произнес речь, в которой призвал к спокойствию и уверял, что полиция проводит расследование. Однако толпа не реагировала положительно. Один из граждан закричал, что мэр, возможно, связан с этими существами, что привело к хаосу в зале. В это время местные журналисты начали собственное расследование. Они опрашивали жителей, записывая их показания и собирая информацию. Каждый новый рассказ только усугублял ситуацию, добавляя новые детали и слухи, которые вытесняли факты. Журналисты заметили, как страх и недоверие поселились в сознании людей, заставляя их говорить о похищениях и нападениях. Ученые, занимающиеся изучением массовых психозов, стали внимательно следить за ситуацией в Лавале. Они исследовали, как страх и неопределенность могут перерастать в массовую истерию. Выяснилось, что подобные психозы часто возникают в условиях стресса, когда коллективная тревога приводит к дезорганизации и потерям контроля над эмоциями. Исследования показали, что массовые психозы могут проявляться в результате социальных факторов, таких как слухи и панические сообщения. Ситуация в Лавале привлекла внимание специалистов из соседних городов. Психологи и социологи начали обмениваться данными и проводить совместные исследования. Одним из ключевых вопросов стало, как именно зарождаются массовые психозы. Ученые начали анализировать поведение толпы, исследуя, как информация распространяется и как люди реагируют на страх. Параллельно полиция продолжала допросы свидетелей, собирая показания о странных существах. Однако вскоре стало очевидно, что большинство свидетельств основывались на слухах и домыслах. Это лишь усиливало недоверие среди местных жителей. Страх и паника продолжали нарастать.
Люди становились все более изолированными, создавая собственные группы самообороны. Соседние деревни также начали принимать экстренные меры безопасности на основе слухов. В одной из деревень жители организовали патрули для защиты себя от возможных нападений. Нарастающая волна страха охватывала все больше территорий. Ученые отметили, что ситуация в Лавале стала катализатором для других подобных явлений, вызывая эффекты домино в соседних регионах. Собранные данные показали, что массовые психозы не являются результатом паранойи отдельных людей, а представляют собой сложный механизм, действующий в условиях стресса. Коллективный страх мог принимать необъяснимые формы, и ученые начали формировать гипотезы о природе этих явлений, пытаясь выяснить, как общество становится жертвой собственных страхов. Ситуация в Лавале продолжала ухудшаться. Жители начали формировать группы самообороны, вооруженные палками и фонарями. Они патрулировали улицы ночью, полагая, что смогут защитить себя от предполагаемого вторжения. Каждое неосторожное движение в кустах вызывало панику, и страх порождал новые обвинения в адрес соседей. Люди утверждали, что видели тени, и это только подогревало атмосферу страха. Местные власти понимали, что контроль над ситуацией теряется. Они организовали встречи с жителями, на которых мэр вновь призвал к спокойствию и рациональному поведению. Однако его слова не были восприняты всерьез. Люди требовали действий и предлагали создать народную милицию для защиты. Некоторые предложили инициировать более активные действия со стороны полиции для поиска сущностей, о которых шла речь. Слухи о том, что Лаваль оставлен на произвол судьбы, достигли соседних деревень. Вскоре в других населенных пунктах также стали формироваться группы самообороны. Страх охватывал все большие территории, и местные СМИ начали получать обращения от жителей, которые просили освещать ситуацию. Они надеялись, что освещение в СМИ поможет привлечь внимание к их страхам. Журналисты, осознавая важность событий, начали публиковать статьи и репортажи о ситуации в Лавале. Каждая новая публикация добавляла масла в огонь, усиливая недоверие к властям. Появлялись комментарии, что власти замалчивают реальную угрозу и не способны защитить население. Это подливало масло в огонь паники, и люди начали искать ответственных за свои страхи. Психологи фиксировали, как массовая истерия перешла в новый этап. Люди начали игнорировать рациональные доводы, и страх стал управлять их действиями. Специалисты собирали данные о том, как общество реагирует на кризисы. Они заметили, что в условиях страха люди склонны искать виноватых, что приводило к обвинениям в адрес местных властей и соседей. Вскоре среди жителей Лаваля начала формироваться идея о создании группы, исследующей лес, из которого, по их мнению, приходят существа. Это предложение быстро привлекло внимание, и группа из 10 человек собралась для отправки в лес. Они взяли с собой фонари и палки, создавая своеобразный отряд охотников. Местные власти пытались предупредить о возможных последствиях такой авантюры, но голос здравого смысла терялся в общей панике. Группа, отправившаяся в лес, начала фиксировать свои находки. Каждый шорох в кустах вызывал у них панические ощущения. Они начали делать выводы о том, что существа прячутся и наблюдают за ними. Эти наблюдения стали основой для новых слухов и историй, подогревая панику в обществе. Реакция людей на кризисы становилась все более предсказуемой. Страх ослаблял их способность воспринимать рациональные доводы, а слухи становились основным источником информации. Группа из 10 человек, отправившаяся в лес, вернулась в деревню с новыми рассказами о странных находках. Они утверждали, что видели следы, которые явно не принадлежали ни одному из животных, обитающих в этом районе. Слухи о существах, якобы наблюдающих за ними, снова начали распространяться, вызывая волну паники среди жителей Лаваля. Вскоре они объявили о намерении провести ночные охоты на этих существ, что только усилило напряженность. Местные власти, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, начали предпринимать шаги для нормализации обстановки. Они усилили патрулирование улиц и попытались организовать информационные встречи с жителями. На одной из таких встреч мэр вновь призвал к спокойствию, заявив, что полиция проводит тщательное расследование. Однако его слова не произвели должного эффекта. Люди требовали конкретных действий и защиты, угрожая самим отстраниться от власти, если ситуация не изменится. Тем временем в соседних деревнях начали формироваться собственные группы самообороны, основываясь на слухах о Лавале. Это привело к тому, что напряжение в регионе достигло критической точки. В одной из деревень жители решили провести ночь в охоте на сущностей.
организовав облаву с факелами и оружием. Они считали, что смогут поймать одно из существ и тем самым развеять свои страхи. Параллельно с этой активностью журналисты продолжали освещать события в Лавале и окрестностях. Каждая новая публикация усиливала эффект паники. Общество начали обсуждать, возможно ли, что история о сущностях является лишь проявлением массового психоза. Люди говорили о случаях, когда страх приводил к насилию, и о том, как подобные психозы встречались в истории. Упоминались примеры такие, как ведьминские процессы в Салеме в 1692 году, когда обвинения в колдовстве привели к казням невиновных. Сравнения с историческими событиями подогревали страх, и общество стало более восприимчивым к паническим сообщениям. В это время местные психологи, наблюдая за развитием событий, начали фиксировать, как массовый психоз перерастает в неуправляемую истерию. Они заметили, что жители стали склонны к коллективной агрессии и подозрительности по отношению друг к другу. Обвинения в адрес соседей только усиливали разобщенность, и каждый новый день приносил новые конфликты. В результате не только доверие к властям разваливалось, но и дружба между жителями терялась. Некоторые из лидеров групп самообороны начали выдвигать теории о том, что сущности могут быть посланы другими, силами, стремящимися подорвать безопасность их сообществ. Это привело к созданию мрачной атмосферы, в которой даже самые обыденные действия воспринимались как потенциальная угроза. Тревога достигла своего пика, когда в Лавале произошел инцидент. Один из местных жителей накинулся на своего соседа с криками о том, что тот сотрудничает с существами. Этот случай стал поводом для еще большей паники и привлек внимание СМИ. В результате в Лавале и окрестностях возникла цепная реакция страха, которая охватывала все новые территории. Каждое новое сообщение только подливало масло в огонь, превращая слухи в реальность, а реальность в ужасы. Страх в Лавале и окрестностях достиг критической точки. Группы самообороны патрулировали улицы, уверенные, что их действия обеспечивают защиту от невидимой угрозы. Каждую ночь в воздухе витали крики и шумы, порожденные паранойей. Один из членов группы самообороны, Жан, начал вести дневник, фиксируя свои наблюдения. Он отмечал, как страх стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Каждое шуршание в кустах вызывало у него дрожь, а каждое утро приносило новые слухи о сущностях, будто наблюдающих за ними. Тем временем психологи, следящие за ситуацией, начали исследовать механизмы возникновения массовых психозов. Они установили, что в основе этих явлений лежит сочетание стресса, социальной дезорганизации и недоверия. Исследования показывали, что в условиях неопределенности люди склонны находить объяснение своим страхам, даже если они не имеют под собой реальных оснований. Это создавало порочный круг, в который жители втягивались все глубже. Местные власти, осознав, что ситуация выходит из-под контроля, разработали план по восстановлению порядка. Они решили провести пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию и дать четкие указания гражданам. Однако, когда они объявили о встрече, группа самообороны во главе с Жаном устроила протест у здания мэрии. Они требовали большей безопасности и обещания о защите от сущностей. Это столкновение между местными жителями и полицией только подогрело и без того накаленное напряжение. На фоне растущего хаоса несколько жителей начали рассказывать о своих видениях существ, якобы появлявшихся во сне. Эти истории вызвали интерес у журналистов, которые немедленно осветили их в своих публикациях. Каждая новая история о сущностях, поднявшихся из леса, усиливала страх в обществе. Обсуждения в социальных сетях достигли апогея. Люди начали делиться фотографиями из леса, на которых якобы были видны странные тени и силуэты. Жан продолжал вести дневник, фиксируя изменения в психическом состоянии соседей. У некоторых начали проявляться симптомы, схожие с паранойей. Они начали подозревать друг друга в пособничестве с сущностям. Друзья становились врагами, соседи — соперниками. Под давлением общего психоза Жан почувствовал, как его собственный разум начинает колебаться. Ситуация усугубилась, когда один из участников группы самообороны исчез. Жители заподозрили, что он стал жертвой сущностей. Немедленно начались поиски в лесу, которые лишь подогревали панику. Каждый шаг давал пищу для новых слухов. Психологи отметили, что массовый психоз развивался в условиях глубокой социальной изоляции и разрушения доверия между людьми. Жан, наблюдая за происходящим, решил, что необходимо что-то радикальное.
Он собрал группу единомышленников, готовых искать правду о сущностях, не полагаясь на слухи и страхи. Однако, как только он озвучил свое намерение, его встретили недоверием. Люди, охваченные паранойей, начали бояться не только сущностей, но и друг друга. В воздухе витала угроза, и в Лавале назревал конфликт, способный привести к непредсказуемым последствиям. Каждый новый день приносил нарастающее напряжение, а простое желание найти правду превращалось в борьбу за выживание. В Лавале и окрестностях паника достигла нового уровня, и социальные сети сыграли ключевую роль в этом процессе. Каждое новое сообщение в мессенджерах и на форумах раздувало страх, создавая атмосферу недоверия и подозрительности. Один из участников группы самообороны выложил фотографию странного силуэта, сделанную в лесу. Эта картинка быстро разлетелась по всем местным группам, и вскоре обсуждение о ней стало основным событием. На следующий день в Лавале прошла стихийная встреча, собравшая более 100 человек. Люди обменивались историями о том, как они видели сущностей или слышали об этом от знакомых. Каждый новый рассказ придавал событиям еще больше правдоподобия. Журналисты, следившие за развитием ситуации, также подхватили волну и начали публиковать статьи, акцентируя внимание на широкомасштабной угрозе. Параллельно с этим в социальных сетях появились призывы к действию. Пользователи начали организовывать ночные патрули, призывая всех желающих выйти на улицы с факелами и охотничьими ружьями. Это подливало масла в огонь. Охваченные страхом, люди видели в патрулях первую линию защиты. Каждый вечер толпы с факелами бродили по улицам, что приводило к стычкам между соседями из-за недоразумений и ненависти. Жан продолжал вести свой дневник, фиксируя, как социальные сети становятся основным источником дезинформации. Он заметил, что даже самые абсурдные слухи находили отклик у людей и принимались за истину. Обсуждения в мессенджерах порождали новые мифы, усиливающие страх и недоверие. Жан осознал, что его изначальная цель — найти правду — теряется на фоне хаоса. В Лавале начали происходить странные вещи. Один из патрулей столкнулся с мужчиной, который, по их словам, выглядел подозрительно. На самом деле он просто возвращался домой с работы. Однако на него набросились с вопросами о сущностях, что привело к драке, и мужчина, получив травмы, оказался в больнице. Этот инцидент быстро стал вирусным в социальных сетях, подогревая ненависть к тем, кто выглядит иначе или не вписывается в текущую парадигму страха. С каждым новым сообщением атмосферу накаляло. Некоторые пользователи начали публиковать списки подозрительных людей, указывая их имена и адреса. Это привело к тому, что жители начали смотреть друг на друга с ненавистью и недоверием, усугубляя напряженность. Психологи, наблюдая за ситуацией через социальные сети, фиксировали, как массовый психоз перерастает в агрессию. Жан понимал, что его попытки восстановить доверие между соседями становятся все более сложными. Он решил организовать встречу среди своей группы единомышленников, чтобы обсудить использование социальных сетей для распространения правды и опровержения слухов. Он надеялся создать платформу для конструктивного диалога, но сомневался, что его идеи будут восприняты всерьез. В воздухе витала угроза, и Лаваль продолжал погружаться в бездну страха, где каждый новый день приносил испытания. Ситуация в Лавале продолжала ухудшаться. Социальные сети, несмотря на свои негативные последствия, привлекли внимание ученых, которые начали анализировать происходящее. Один из местных психологов, доктор Мартен, решил организовать исследование, чтобы понять причины массового психоза в регионе. Он собрал команду из нескольких специалистов в области психологии и социологии, чтобы изучить влияние слухов, страха и социальных медиа на поведение людей. Доктор Мартен начал с анализа сообщений, публикуемых в социальных сетях. Его команда собрала данные о самых распространенных слухах и темах, обсуждаемых в мессенджерах. Они выявили, что каждое новое сообщение о сущностях усиливало коллективный страх, и каждый раз, когда кто-то делал публикацию с вопросом, внимание общества к этому возрастало. Чтобы понять, как слухи распространяются, команда решила провести опрос среди жителей Лаваля. Опрос показал, что большинство жителей доверяли информации, полученной из социальных сетей, больше, чем официальным источникам. В ходе общения с жителями многие говорили о том, что не чувствуют себя в безопасности, когда не имеют доступа к актуальным новостям. Это создавало атмосферу недоверия к властям и усиливало панику. Доктор Мартен пришел к выводу, что массовая истерия подогревается не только слухами, но и отсутствием прозрачной информации от правительственных структур.
Тем временем в самом центре Лаваля чувства страха достигли предела. В группах самообороны под давлением общественного мнения стали распространяться идеи о том, что необходимо очистить деревню от врагов. В одну из ночей группа из 20 человек отправилась к дому, где, по их мнению, жил один из подозрительных людей. На самом деле это был мирный житель, который просто не вписывался в нынешнюю парадигму страха. Группа выбила двери и начала угрожать ему, требуя объяснений. Инцидент быстро попал в новости, и репортажи об этом стали вирусными. Журналисты начали задаваться вопросами о том, что происходит в Лавале и как власти могут допустить такие акты насилия. Доктор Мартен, узнав о случившемся, понял, что его исследование стало актуальнее, чем когда-либо. Он попытался привлечь внимание местных властей к проблеме, но столкнулся с сопротивлением. Чиновники не желали признавать существующую угрозу для общественного порядка. Психологи, наблюдая за происходящими событиями, начали фиксировать нарастающее агрессивное поведение среди населения. Участники групп самообороны становились все более воинственными, и любые проявления несогласия воспринимались как угроза. Это усугубляло положение в регионе, где доверие между соседями продолжало разрушаться. Жан, все еще пытающийся найти правду, решил обратиться к доктору Мартену. Он увидел в нем потенциального союзника, способного помочь опровергнуть слухи и восстановить доверие между жителями. Однако, когда Жан пришел к доктору и рассказал о своих намерениях, тот выразил сомнение в том, что жители готовы воспринимать рациональные доводы в условиях паники. «Люди ищут подтверждение своим страхам, а не истину», — сказал доктор. Ситуация в Лавале становилась все более напряженной. Все новые сообщения, поступающие из социальных сетей, способствовали распространению страха и недоверия. Каждый новый день приносил новые вызовы, и возможности для диалога казались все более призрачными. Жан понимал, что время истекает и необходимо действовать, иначе Лаваль погрузится в бездну насилия и неразберихи. Жан, осознавая, что ситуация в Лавале продолжает накаляться, собрал свою группу единомышленников в надежде найти способ остановить хаос. Они решили организовать встречу в местном клубе, где собирались жители, чтобы обсудить, как можно восстановить доверие и предотвратить дальнейший психоз. К ним присоединился доктор Мартен, который предложил свои знания о психологии массового поведения и возможных методах лечения. На собрании Жан и доктор Мартен изложили план. Они предложили создать информационную кампанию, направленную на разъяснение ситуации и опровержение слухов. Мартен объяснил, что важно установить прозрачные каналы коммуникации с жителями. Он предложил организовать регулярные встречи, где люди могли бы открыто обсуждать свои страхи и получать правдивую информацию. Это должно было стать первым шагом к восстановлению доверия. Однако, когда Жан представил этот план на собрании, его встретили с недоверием. Многие жители все еще были охвачены паникой и не верили, что власти готовы помочь. Вдруг в зал ворвался один из членов группы самообороны, переполненный гневом. «Вы хотите разубедить нас в том, что угроза реальна? Мы сами видели, что происходит!» — закричал он, указывая на Жана и доктора. Толпа зашумела, и напряжение достигло предела. Доктор Мартен попытался успокоить людей, объясняя, что именно страх и недоверие ведут к агрессии и насилию. Он предложил организовать встречу с участниками групп самообороны, чтобы они могли обсудить свои страхи в безопасной обстановке. «Мы должны увидеть друг друга как людей, а не врагов», — сказал он. Но этот призыв к разуму не сработал. Люди начали переговариваться и высказывать свои сомнения. В этот момент Жан, преодолевая страх, встал и начал говорить о своем собственном опыте. Он рассказал о том, как страх охватил его и как он начал подозревать даже своих близких друзей. Его слова стали искренним откровением для многих, и некоторые из присутствующих начали кивать, понимая, что они не одни. Это была первая искра надежды, но напряжение все еще витало в воздухе. Неожиданно один из жителей, который до этого молчал, встал и сказал: «Если мы все боимся, то, может, нам стоит объединиться и узнать правду». Этот призыв вызвал новую волну обсуждений. Жан и доктор Мартен увидели, что все-таки существует возможность для диалога и понимания. Пока в зале шло обсуждение, за пределами клуба собралась группа жителей с факелами, готовых к очередной охоте на сущностей. Их агрессивные крики были слышны даже внутри. Жан, увидев, что на улице готовится конфликт, понял, что время действовать. Он встал и сказал: «Если мы не остановим это сейчас, мы потеряем все. Нам нужно выйти и поговорить с ними. Мы не можем позволить страху управлять нашими жизнями».
Эти слова вдохновили присутствующих, и они согласились выйти на улицу, чтобы попытаться остановить возможный конфликт. Когда Жан и его группа вышли на улицу, они увидели, как толпа с факелами собралась вокруг одного из подозрительных жителей. В этот момент Жан осознал, что это не просто борьба с сущностями, а настоящая битва за человечность среди самих себя. Он подошел к толпе и закричал: «Мы не враги! Давайте остановим это безумие!» Ситуация достигла кульминации. Напряжение было на пределе, и Жан понимал, что именно сейчас решается судьба Лаваля. В этот момент каждый из участников столкновения должен был решить, нужны ли им страх и ненависть, или же они готовы к диалогу и восстановлению. Толпа, собравшаяся вокруг подозрительного жителя, замерла, когда Жан произнес свои слова. Напряжение в воздухе стало palpable. Некоторые лица в толпе начали ослабевать, но многие все еще оставались полны ярости. В этот момент Жан понял, что сейчас необходимо проявить человечность и остановить нарастающее насилие. «Послушайте, мы все боимся, да?» — начал он, поднимая голос. «Но бояться друг друга — это не выход. Вспомните, как мир столкнулся с пандемией. Тогда страх порождал недоверие и обвинение». Его слова вызвали шмормерс среди толпы. Люди начали переглядываться, вспоминая, как в те времена соседи стали врагами из-за слухов о вирусе. Жан продолжил: «Я помню, как моя семья страдала от изоляции. Мы боялись тех, кто был вокруг нас, просто потому что они могли показаться опасными». В этот момент он заметил женщину в толпе, которая кивнула с заплаканным лицом. «Мы не хотим снова пройти через это», — произнесла она. Ее слова прозвучали как откровение для многих. Некоторые из тех, кто держал факелы, начали опускать их, выражая недовольство. «Это же наш сосед!» — выкрикнул один из мужчин. «Мы не можем позволить страху руководить нами!» Вдруг один из наиболее агрессивных членов группы самообороны шагнул вперед и указал на Жана. «Ты не понимаешь? Эти сущности в лесу могут быть среди нас!» Но Жан, собравшись с духом, ответил: «Сущности Бабудин — это символ нашего страха. Мы сами создаем их в своих умах, когда не доверяем друг другу». Толпа замерла. Жан понимал, что это его шанс изменить ситуацию. Он сказал: «Мы не сможем справиться с реальными угрозами в одиночку. Единственный выход — объединиться. Да, мы боимся, но это не дает нам права терять человечность. Вместе мы можем быть сильнее». Эти слова начали менять атмосферу. Люди начали переговариваться, среди них возникали голоса, призывающие к диалогу. Одна женщина, уставшая от страданий, вышла вперед и предложила: «Давайте поговорим. Вместо обвинений давайте поделимся своими страхами и вместе найдем решение». Это стало поворотным моментом. Но внезапно, когда многие начали открываться друг другу, из леса раздался резкий крик. Толпа обернулась к темным деревьям, где мелькнул фиолетовый силуэт на фоне луны. Крики снова раздались, и страх охватил жителей. «Они пришли!» — закричал кто-то, и паника вновь захлестнула толпу. Жан, осознав, что надежда может быстро смениться хаосом, понял, что необходимо действовать. Люди, которые начали осознавать возможность диалога, снова теряли контроль. Он крикнул: «Сейчас не время для паники. Давайте соберем наши силы и пойдем вместе, чтобы выяснить, что это за угроза на самом деле». Толпа колебалась, и Жан знал, что это его последний шанс остановить насилие. В этот момент он должен был найти способ предотвратить новую волну страха, которая могла привести к трагедии. Ситуация достигла кульминации. Все зависит от того, сможет ли он объединить людей, чтобы противостоять реальной угрозе, или же они снова разъединятся под давлением страха. Жан, осознав всю тяжесть ситуации, шагнул вперед, собирая смелость. «Послушайте меня!» — закричал он, стараясь перекрыть крики толпы. «Мы не знаем, что происходит, и именно в этом наша слабость. Давайте объединимся и выясним правду, прежде чем совершать ошибки, которые могут стоить нам жизней». Его слова вызвали отклик, и многие начали переглядываться. Некоторые, все еще охваченные паникой, колебались, но, увидев решимость Жана, начали кивать. «Мы не можем позволить страху вести нас», — произнесла женщина, ранее поддерживавшая панические настроения. «Давайте вместе пойдем в лес и выясним, что на самом деле происходит». Толпа замерла, но крики и страх постепенно уступили место готовности к действию. Группа, возглавляемая Жаном, направилась к лесу. Каждый шаг давался с трудом, страх не отпускал. Однако вместо разобщения они начали делиться переживаниями, поддерживая друг друга.
«Я тоже боялся», — признался один из мужчин, «но сейчас вижу, что мы можем справиться с этим вместе». Когда они подошли к границе леса, крики снова раздались, но на этот раз это были звуки животных. Жан осознал, что сущности были лишь проекцией их собственных страхов. Он повернулся к группе и сказал: «Это наш страх, который создал миф, и теперь мы должны разрушить его». Собравшись с духом, они вошли в лес. Каждое шуршание ветки или шорох в кустах больше не вызывало паники. Вместо этого они начали обсуждать страх и его влияние на их поведение. Эти разговоры помогли каждому осознать, что они могут преодолеть страх, работая вместе. В конце концов, они не нашли никаких сущностей, но вернулись в деревню изменившимися. Вместо страха они принесли понимание, осознание, что массовые психозы могут разрушить сообщество, но также могут научить людей объединяться и преодолевать страхи. Жан стал местным лидером, организуя встречи для обсуждения проблем и волнений. Он понимал, что важно не только говорить о страхах, но и находить реальные решения. На встречах обсуждали, как важно доверять друг другу и открыто говорить о своих опасениях. С течением времени Лаваль начала восстанавливаться. Люди снова начали доверять друг другу, и их сообщество стало более сплоченным. Массовый психоз оставил свои следы, но стал уроком. Они поняли, что страх может быть разрушительным, но открытость и взаимопомощь — ключи к преодолению трудностей. История Лаваля стала важным примером для других сообществ. Люди научились, что в моменты кризиса вместо обвинений и страха нужно искать поддержку и понимание. Это знание отразилось на будущих поколениях, которые запомнили, что в единстве сила, и что страх, если его не контролировать, может стать самым опасным врагом.